Всем привет! По многочисленным просьбам сегодня делаем совершенно фантастический продукт. А именно, первый, настоящий, без пшеничной муки и крахмалов, само собой безглютеновый, с низким гликемическим индексом, бездрожжевой, такого никогда еще не было, амарантовый хлеб на амарантовой закваске. И делать этот замечательный продукт будет мой коллега, наш эксперт Илья Селюков, который это решение и разработал. Еще раз всех приветствую. Илья, что можно еще добавить к тем свойствам, которые я перечислила? Я бы еще отметил сквален. А относительно технологии скажу так, что раньше в принципе было невозможно получить хлеб на 100% из амарантовой муки, да еще без дрожжей и на закваске. Повторюсь, это абсолютная новинка не только для России, но и, к примеру, для Германии. И в принципе для Европы и Америки в целом. Более подробно обо всем я расскажу в процессе. А пока давай начинать. Давай. Илья, что нам понадобится? Акцентирую внимание, что я буду использовать Amaranth Fit. Это амарантовая мука, стопроцентный амарантовый микс, разработанный специально для приготовления хлеба. Тут поступала критика, что иногда это выглядит как реклама продукта. На самом деле это не так. Дело в том, что на любом другом сырье подобный хлеб просто невозможно сделать. А мы хотим, чтобы у людей всегда был хороший результат, настроение и вкусный хлеб. Кстати, в одном из предыдущих роликов на Amaranth Fit мы делали основу для пиццы. Повторюсь, на Amaranth Fit я делаю как закваску, так и само собой тесто. Также я буду использовать воду, яйцо, растительное масло и соль. Начинаю с закваски. Она готовится в несколько этапов. Сначала готовится стартовая закваска, для чего я беру одну часть Amaranth Fit и 2 части воды комнатной температуры. В стеклянной либо пластиковой таре перемешиваю, накрываю герметично пленкой либо крышкой, чтобы избежать доступа кислорода, и ставлю в теплое темное место на 2 суток. Далее в готовую стартовую закваску я вношу Amaranth Fit и воду в аналогичных количествах и пропорциях. Перемешиваю, накрываю и также ставлю в теплое темное место на 2 суток. После чего на 4-е сутки готовую закваску можно использовать. Я рекомендую для сохранения ее активности отбирать 50% и восполнять по указанной схеме. Повторюсь, это возможно только на Amaranth Fit. Какое количество закваски ты сделал на сегодня? Я сделал 300 граммов на порцию теста 1,5 килограмма. По выпеченному хлебу это примерно 300 кг. Кстати, есть способ определения активности этой закваски, и я предлагаю снять об этом ролик. Обязательно. Итак, вношу в следующем порядке сырье в чашу миксера. Amaranth Fit. Сырье основное наше. Далее закваска на Amaranth Fit. Вода, все количество. Яйцо. Растительное масло. И соль. Тесто замешивается крюком или спиралью по традиционной схеме. 1 минута на медленной скорости, 8 минут на быстрой. В конце замеса можно добавить кориандр или тмин по вкусу, а также семена масличных культур, подсолнечник, лен или кунжут. Вот что получилось в итоге. Эластичное, сухое на ощупь, приятное тесто. Готовое тесто оставляю в чаше, накрываю пленкой, и оно бродит примерно 40 минут при комнатной температуре до увеличения объема в 2 раза. Тесто выбродило 40 минут. Сейчас я его буду разделывать. Для этого я его
переложу на поверхность стола. Можно пощупать? Да, разумеется. Очень гладкое. Чувствую силу сквалена. Да, как замечено, оно действительно сухое, эластичное, хорошо разделывается. Сейчас я его быстро обомну. То есть мы отсюда полностью постараемся убрать весь, в результате брожения, высвободившийся газ. Каждая порция по 500 граммов. Да, 3 куска по 500 граммов. Угу. Сейчас я их буду обваливать в муке Amaranth Fit. Буду придавать такой рисунок крафтового хлеба. Сформованные заготовки я ставлю в расстойку на полчаса. Я поставил заготовки в расстойку на полчаса при температуре 35-37 градусов и влажности 70%. Но я использую профессиональное оборудование. В домашних условиях, когда такой возможности нет, рекомендую в слегка разогретую духовку на нижний ярус поместить емкость с горячей водой, а на верхний лист с вашими заготовками, что позволит точно воспроизвести весь этот процесс. Илья, пока тесто в расстойке и время у нас есть, скажи пару слов про амарант. Амарант – это уникальная древняя перспективная псевдозлаковая культура. Она неприхотлива, не подвергалась ни селекции, ни генетической модификации. Amaranth Fit – это российский амарант, выращенный в Черноземье, в экологически чистом регионе. Стал известен в основном благодаря сквалену, уникальному веществу, благоприятно влияющему на большинство функциональных систем организма человека. Я слышала, что сквален помогает хорошо против ковида. Есть такое мнение. Дело в том, что он в принципе благоприятно влияет на многие факторы от снижения уровня холестерина до защиты и улучшения состояния кожного покрова. Илья, было много попыток сделать подобный продукт, но до сегодняшнего дня ни у кого ничего не получалось. И тем не менее, на полках магазинов я видела амарантовый хлеб. Вообще, можно ли считать этот хлеб амарантовым и что это такое? Это псевдоамарантовый продукт, когда в пшеничное тесто добавляется до 25% амарантовой муки. Эти суррогаты не имеют ни пищевой, ни биологической ценности. Их нельзя употреблять людям, у которых есть ограничения в диете, спортсменам или те, кто следит за своим весом. О, еще не выпекли, а уже такой красивый. Ставлю в печь. Режим выпечки 40 минут при 190 градусах для массы заготовки 500 граммов. Ты посмотри, какой вид. Почувствуй, какой аромат. Да, настоящий крафтовый хлеб. Полчаса-час он будет остывать, после чего я его разрежу, и мы с тобой будем его пробовать. Супер. Илья, наконец наступил самый главный момент. Можно разрезать и попробовать хлеб. Приступаю. В разрезе видна однородная тонкостенная среднемелкая пористость и сухой эластичный восстанавливающийся мякиш. Угощайся. О, спасибо. Хлеб не крошится при нарезании. Приятная толстая корочка, как у германских хлебов. А по мне, это просто очень приятный вкусный хлебушка. Илья, для кого этот хлеб? Для людей. А если уходить в детали, то этот хлеб является замечательным решением для одновременно большого количества различных аудиторий, чего не было раньше. Во-первых, для тех, кто по той или иной причине не употребляет глютен, теперь они могут есть полноценный вкусный хлеб.
Вторая группа – те, кто по медицинским показаниям или в силу диеты исключил из рациона продукты с высоким гликемическим индексом. Напомню, этот хлеб имеет GI около 35, и для них это может стать, возможно, единственным вкусным хлебом. И третья группа – это те, кто на спорте или на диете по контролю веса или для фигуры. Напомню, в данном продукте нет быстрых углеводов, поскольку крахмал мы не вносили. А белок амаранта, в свою очередь, имеет исключительно высокий коэффициент усвояемости и полный набор всех незаменимых аминокислот, в отличие от пшеничной муки, что очень подойдет спортсменам. Ну и от себя, наверное, добавлю, что этот хлеб в принципе подойдет всем тем, кто хочет есть здоровую, полноценную, правильную и, что очень важно, вкусную еду. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Фитбейк. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Впереди еще много интересного. До новых встреч!